Потерял сознание, упал, ударился головой. С них нужно брать в 2 раза дороже. Я бы уже назвал это болезнь фотографа. Где все эти люди работают? Откуда у них деньги? Бесит меня такая херня. Как всю жизнь не работать и дня, но при этом зарабатывать? Это секрет, который я никогда никому не рассказывал, но при этом ответ на этот вопрос есть практически в каждом видео, в котором я рассказываю про свою рабочую неделю фотографом в Нью-Йорке. А еще в комментариях у меня часто спрашивают: Юджин, а как тебе удается и ютубом заниматься, и фотографией, и обработкой фотографий, и социальную жизнь налаживать, и даже путешествовать? Ответ точно такой же. Я не работаю. И что имею в виду под этой фразой, ты узнаешь, когда досмотришь это видео до конца. А еще ты увидишь, какую я замечательную и необычную свадьбу снял, как я встретился с Хабибом, но самого Хабиба ты не увидишь, и узнаешь историю про неожиданно свалившегося клиента на мою голову. В общем, эта неделя выдалась интересной. Кстати, если вы хотите сделать интеграцию, коллаборацию, разместить рекламу своих товаров или услуг на канале «Дома посмотришь» или просто ищите команду, которая поможет вам с вашим YouTube-каналом, то обязательно напишите мне в директ. Ссылки на мои социальные сети вы найдете в описании. Ну и теперь смотрим видео. Погнали! Hello, доброе утро. Сегодня у меня 2 фотосъемки. Одна вот здесь в районе Бруклинского моста на стороне Манхэттена. Вторая фотосъемка будет в Центральном парке «Предложение руки и сердца». Сейчас я пофотографирую своих клиентов, с которыми у меня уже была фотосъемка до этого. Мы просто делали engagement фотошут, сейчас у них церемония, и они с родителями хотят пофотографироваться перед церемонией в Сити-холле. Попробую подснять, как всегда. Посмотрим, что из этого получится. Те, кто любят считать чужие деньги, я скажу так, что фотосъемки у меня часовые по цене $450-500, поэтому считайте уже сами. То, что там больше 2 часов, где-то там скидочка 10%. Ну и большие фотосъемки, когда как. Продаю по-разному. Так что считайте сами. Ветер, конечно, сумасшедший просто. Вот это вот моя семья, которую я сегодня фотографирую. И нужно найти какое-то место, где нету такого ветра, чтобы нахрен не сдувало всех. И мы пойдем вот в ту сторону. Немножко за здание зайдем, и я думаю, там будет гораздо приятней. Потому что здесь дует из дырки с моста. Надеюсь, что где-то за деревьями, за домами будет получше. Никогда не знаешь, что может случиться на фотосъемке. Вот у меня сейчас отец семьи потерял сознание, упал, ударился головой. Только что подошел ко мне парень, жених, и говорит: давай перенесем. Короче, мы не уверены, что сегодня уже будем делать эту церемонию, не уверены, что пойдем в Сити-холл. Сделаем все то же самое в другой раз, но уже не сегодня. Поэтому, вот все, фотосъемка первая закончилась. Кстати, деньги мне отдали, но я думаю, что мы просто перенесем фотосъемку, и я уже не буду чарджить экстра там что-то. Такие ситуации бывают, и здоровье, конечно, близких важнее, чем фотосъемка. И лучше прийти в себя и как-то это все сделать. Возможно, мужчина взрослый, там 60 лет где-то, и это его реакция там на погоду, потому что даже мне самому как-то некомфортно. Меняется все очень быстро, то солнце светит, то дождь идет, то вообще ветер этот дует. И даже вот он упал, я повернулся, увидел, что он лежит. Даже у меня у самого ножки как будто бы подкосились. Если у вас было что-то похожее в жизни с вами, либо на фотосъемках, либо просто невзначай, что самое необычное было, напишите об этом в комментариях. Интересно очень. Утром ветер шквалистый, так что люди падают. Вечером дождь идет, вроде уже закончился. И это вот все меняется на протяжении дня. То есть, если утром вышел без зонта, то дальше придется покупать зонтик уже себе на улице у людей за $10-15. Но у меня вот есть такие огромные зонты, поэтому спасаюсь. Иду фотографировать сейчас «Предложение руки и сердца». Центральный парк — одно из самых популярных мест для этого. Боу-бридж. Парень уже написал, они где-то гуляют. И я смотрю по погоде, что в ближайшие 10 минут дождя не будет, а потом будет дождь. Мне нравится фотографировать в дождь, предложения, энгейджменты. Фотки получаются прикольные, очень такие атмосферные. А если пара намокнет, то вообще прикольно. Пойдем. Снимаешь? Он уже скинул мне локацию заранее. Я вижу, где он находится. Немножко тороплюсь, потому что вижу, что он рядом с местом. И там будет делать предложение. А он уже Боу-бридж виден. То есть нам за Боу-бридж на таком понтоне не самое лучшее место, потому что с обратной стороны темнота. Сейчас уже везде темнота. Я думаю, что все получится. Вот здесь вот будет предложение. Сейчас, может быть, снизу поставлю камеру. Куда они пришли?
Она пытается спрятаться от меня. Ну, типа, спрятаться пытается. С какого угла б я не заходил, типа, она отворачивается. За него становится. Предложение было сделано, вот, стоят, общаются, пока что не до меня, пока что пообщаются, ребята, вижу, что немножко скованные. Потом мы начнем фотографироваться уже, видимо, ну, надеюсь, может, не будем. Пошел дождь, вот я им зонтик дал. Все, пока что больше ничего не происходит. Ты молодец. Я молодец. Wait. Yes. Let's wait past the people and we will start. Приятно снимать во время дождя, потому что нет людей здесь вокруг. Только мы, пара, и вот человек в красной майке на заднем фоне, которого потом придется вырезать. Но лучше один человек, чем 3 десятка. There's some really nice photos. Yeah. Yep. And look at the camera together. Иди, я догоню. Закончил фотосъемку. Все прошло замечательно. Деньги заплатили. Ребята приехали из Пуэрто-Рико на вакейшн в Нью-Йорк, и вот он решил ей сделать предложение. На вопрос, знала ли она, что он хочет ей сделать сегодня предложение, она сказала, что да, я догадывалась, потому что он вел себя странно, и когда я его трогал в Центральном парке, дотронулась до него, у него был пульс, типа высокий, я поняла, что что-то идет не туда, в не ту сторону или в ту сторону. У нее не было какого-то большого удивления, когда он сделал ей предложение. И пока мы тут еще фотографировали, рядышком гулял Хабиб Нурмагомедов, или как его зовут, вот этот MMA fighter. Oh, don't worry. Don't worry, I will film it myself. Don't worry. Thank you so much. Да, люди думают, что я снимаю тут что-то, а не себя, вот, и пытаются как-то пробежать и не мешать мне. Забавно это все. Закончил фотосъемку, еду домой, завтра целых 3 съемки, и нужно на все успеть, а сегодня хочется еще с друзьями поужинать. Расстаемся на этой замечательной ноте. Если вам интересно смотреть какие-то интересные штуки, необычные моменты из жизни, про бизнес, мыслями я делюсь, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылку на него можно найти в описании. И еще хочется передать привет моему ассистенту, который записывает эти видео для меня. Спасибо большое, очень ценю твою работу. Я уверен, чтобы добиваться успеха в своих делах, необходимо относиться к работе совершенно по-другому. Не так, как мы привыкли в негативном контексте. Необходимо любить свою работу и фактически, как я говорю своим клиентам во время съемки, have fun, что значит получаю удовольствие от процесса. И я начал вот для себя менять немножко в своем сознании отношение к работе именно с этого. Слово «работа» для меня всегда носило какой-то негативный характер. Почему? Потому что, видимо, на работу нужно ходить, на нее нужно тратить время. Зачастую работа звучит как что-то нелюбимое, там, где нету интереса. Я в своей жизни на работе проработал всего 1 месяц. Мне там было неинтересно, я там не развивался, я не получил то, чего хотел в своей должности, скажем так, и поэтому я ушел в продажи, где мне было интересно, где я получал каждый день эндорфин от завершившихся продаж, и зарабатывал таким образом деньги. Для меня это было все каким-то приколом, поэтому я работал в удовольствие со своих самых первых рабочих дней. И дальше я точно так же пришел в фотографию, где от каждого рабочего процесса у меня было только удовольствие. Мне это нравилось, мне всегда было любопытно, что дальше, мне было интересно развиваться. Поэтому, если вы застряли где-то, то попытайтесь найти в своей работе удовольствие. А как к этому прийти? Давайте я расскажу немного секретов, которые помогут получать удовольствие от работы и поменять вообще свое отношение к этому процессу, который помогает оставаться на плаву и зарабатывать деньги. Во-первых, необходимо заниматься тем, что нравится, тем, к чему лежит душа. Есть разные люди и есть разные отношения, поэтому я уверен, что есть люди, которым нравится работать на стройке, строить дома. Есть те, кому нравится быть водителем. Есть люди, кому нравится работать с финансами, поэтому найди то, что тебе нравится, и пытайся в этом совершенствоваться. Уверен, что это будет хорошее начало для того, чтобы получать удовольствие от работы. Следующий момент, который поможет превратить свою работу в удовольствие, это необходимо найти единомышленника. Это может быть как человек из твоей профессии, который точно так же растет вместе с тобой, либо можно найти наставника. Наставника найти еще круче, потому что если ты сталкиваешься с какими-то непредвиденными обстоятельствами, либо с какими-то проблемами,
то ты всегда можешь обратиться за советом и узнать, как быстро выпутаться из той или иной ситуации, или как найти быстрое решение. И если вам необходим человек, который поможет вам развиваться в карьере фотографа в США, либо в эмиграции, то я могу проконсультировать по этим вопросам. Ссылку на мой телеграм-канал вы найдете в описании, и мои контакты вы тоже найдете в описании к этому видео. Поэтому, если у вас есть вопросы, то пишите. А я двигаюсь дальше по своим советам, как же превратить работу в удовольствие. Один из шагов, который я применил в своей жизни, я начал удалять негатив из своей жизни. И в первую очередь негативных людей, которые постоянно сталкиваются с какими-то непреодолимыми проблемами, которые постоянно бубнят, жалуются на жизнь, жалуются на обстоятельства, жалуются на то, что у них ничего не получается, либо просто конючат, по любому поводу. Поэтому, если хочется жить в удовольствии, я уверен, что в жизни не должно быть таких людей. Еще один хороший момент — это всегда осознавать, что твоя работа значит для других людей, что в принципе твоя работа значима. На моем примере я в какой-то момент осознал, что людям прикольно иметь фотографии, что я не просто фотографирую и делаю какие-то фоточки, а я документирую жизни людей. Люди через десятки лет, через 20, через 30 лет, они возьмут эту фотографию, посмотрят, какими они были молодыми, какими маленькими были их дети, и это будет очень приятное воспоминание. И здесь в Америке часто используют фотографы вместо слова «цена», используют слово «инвестиция». То есть они предлагают инвестировать деньги в свое будущее. Всегда можно найти что-то позитивное в своей работе, даже если это нелюбимая работа, и поменять в своей голове отношение к этой работе. Ну и самое главное — понять, что ты та единичка, которая приносит кому-то радость, и найти ценность себя, и не обесценивать себя. Однозначно это поможет. Вставать после рабочего вечера следующим утром, а еще когда монтировал видосы, выкладывал, очень сложно. Сейчас 8:37 утра, раньше ездил и слушал радио и ни о чем не думал, а сейчас я словил себя на мысли, что когда я еду на фотосъемку, я думаю о том, так, как мне снять видео для ютуба, как мне там подстроиться так, что мне показать, как мне показать фотосъемку, как все успеть, как за час сделать и съемку для клиента, и видео для ютуба. Поэтому я каждый день думаю о своих зрителях, чтобы как-то им показать красиво и информативно съемку, которую я буду проводить. Считаю, я заслужил лайк, поставьте его, пожалуйста, ну и напишите в комментариях что-нибудь интересное или приятное. У меня будет фотосъемка выпускников, они взяли машину в аренду, какую-то ретро, насколько я понимаю, из переписки. Мы будем фотографироваться на старых улицах Нью-Йорка. Я надеюсь, что получится прикольно. У них есть какое-то видение, у меня нет никакого видения. Я примерно понимаю, что это будет, но все будет решаться на месте. Будем импровизировать. Я приехал на локейшн. Вот мы будем делать фотосъемку вот здесь, среди этих домов. И здесь ремонтируют. Что-то придется с этим делать. Ну вот он, голубой Порше, с которым у нас будет фотосъемка. Закончилась фотосъемка, со мной рассчитались, интересно, конечно, никогда не фотографировал выпускные фотографии с машинами вот так вот. Вроде когда по колледжу ходишь там или по школе, есть какие-то локации, здесь одна локация, вот этот бридж. Пришлось как-то экспериментировать, делать с разных углов, и парень такой, типа, мне хочется фотографии выше пояса. Хочется так хочется, будем делать. Мама проконтролировала, сказала, все окей, нам нравится, предложила еще одну локацию прикольную сделать, но они уже отказались. И сейчас у них будет день, который они проведут вместе с бабушкой. Самое интересное, предложил ему сфотографироваться с семьей. С бабушкой он сказал, с бабушкой, с мамой он сказал, не надо, мне с машиной хватит. Вот. Что-то еще опухший какой-то, да? Едем дальше. Вторая съемка у меня отменилась, потому что какие-то непонятки вышли у ассистентки. Это нужно спрашивать у нее, что случилось, почему нету съемки. Окей, нету и нету. Поехал домой, отдохнул, загрузил видео, загрузил фотографии. И сейчас я снимаю не столько церемонию, а сколько ужин, который посвящен бракосочетанию. Вот, ребята сделали какую-то тайную свадьбу за пределами Америки. И сегодня вот они делают этот ужин, обед, сейчас 2 часа дня, куда пригласили всех родственников, знакомых, друзей и будут это отмечать до 6 часов. Вот, а я это все дело буду фотографировать. И в конце всех ждет сюрприз. Они хотят сделать, посмотрим, что же они сделают. Поэтому остаемся. Это центр Манхэттена, вот, пожалуйста, ресторан. Это терраса, но все проходит внутри, а напротив вот строят новый небоскреб, скорее всего. 77-я улица Ист-Сайд, Нью-Йорка, напротив Централ Парка практически. Там дальше несколько улиц. Парк Авеню и Централ Парк. То есть место такое неплохое. Идем смотреть наше мероприятие.
him, Michael Haft, to be your lawfully wedded husband, to honor and cherish him, continue to deepen your understanding of him, and treat him with love and compassion, in joy and in pain, sickness and in health, and whatever life might throw your way, forever and always. By the power vested in me by the state of New York, I now pronounce you husband. You may kiss. Пока они там все едят, хочу сказать немножко. Мне очень нравятся такие американские мероприятия, свадьбы и, наверное, даже гей-свадьбы, потому что очень много эмоций, очень много поддержки, очень много дружеских каких-то пожеланий. И здесь им никто не тычет микрофон, они сами встают и говорят какие-то речи. У них есть бумажки с текстом, и они зачитывают эти текста. И это все выглядит настолько естественно и круто, и очень эмоционально, и близко, что прям чувствуется вот эта вот атмосфера какой-то поддержки, дружественности, взаимности, любовь, чувства, вот это все кругом летает. Поэтому меня очень вдохновляют такие мероприятия, и поэтому я даже собирал свои день рождения и своих друзей. Вот, потому что мне хотелось прочувствовать те же эмоции со своими друзьями. И если рядом с вами есть люди, если вокруг вас есть люди, старайтесь им говорить какие-то приятные слова. И не только в день рождения, но и так, по пустякам, в течение дня. Вот, пойду снимать дальше. Коротко о съемке. У меня здесь есть вспышки, то есть две вот таких камерные вспышки Godox, на которые я фотографирую. Одна стоит в зале, одна у меня на камере, либо в руке в потолок, потому что мне тяжело фотографировать с автом, и с камерой в одной руке у меня болит локоть. Типа болезнь теннисиста, но я бы уже назвал это болезнь фотографа. Поэтому фотографирую на две вспышки, иногда вешаю ее на камеру и просто бью в потолок. Здесь потолок такой бело-желтый, но думаю, по факту будет потом нормально. Это обработается, все будет красиво. Подали первые блюда, все едят, а мне нечего делать. Жующих людей фотографировать не очень люблю, поэтому немножко потусуюсь, запишу вам голосовое. Это итальянский ресторан, насколько я понимаю, здесь готовят пиццу и всякие итальянские закуски, итальянские салаты и все в этом роде. Немножко изысканный старый ресторан, в котором можно вкусно поесть. Что необычного здесь? Да ничего, обычное мероприятие, есть у них торт и вот речи говорят, поздравляют ребят, так что просто хожу фотографирую. Все закончилось, быстренько все разобрали, весь зал быстренько переформировали, столы расставили. Свадьбой и не пахнет церемонии, да, потому что нужно садить людей и нужно зарабатывать деньги дальше на еде. Что сказать? Ну, прикольно, постоял, походил, пофотографировал, фоток будет немного, потому что мероприятие сидячее, ничего не происходило особо интересного. Болтали, тосты говорили. 3 часа такой съемки стоит где-то 1200, да, сколько я и получил. Это как минимум нужно считать 250 час на мероприятиях, которые там больше 3 часов уже. По сути-то ничего сложного. Стой в углу, иногда ходи фотографируй. Это не свадьба и не часовой энгейджмент. На сегодня все. Увидимся завтра. О, вот моя машина. Погода вообще замечательная. Домой ехать не хочется. Смотрите, какая красота. Солнышко светит, не жарко. А вот чел чилит. Первая съемка сегодня будет вот в этом доме. Я буду фотографировать семью. Уже достал фотоаппарат, все готово. Семья, которая меня заказывала на вчерашний день, но произошла какая-то путаница. Ну, то есть они заказывали на сегодняшний, в расписании стояла на вчера, ассистентка что-то попутала. Я знаю, что она меня смотрит. Закончилась съемка, все отлично прошло, мне понравилось. Очень прикольные ребята, деньги заплатили, 450 за час. Выберут фотографии, обработаю их и все. Едем дальше. По-моему, ближайший здесь город называется Нью-Брансвик. И вот здесь такие домики. И симпатичные дома есть большие. Понятно, что каменная стена, только внутри оно все деревянное, и это все облицовочка. Но, тем не менее, смотрится красиво. И вот она, настоящая Америка, в которой живут настоящие американцы. В красивых белых домах с белыми заборчиками. Но тут заборчиков нету. Только красивые большие дома. А вот тут дома строятся. Самое интересное, что здесь, в принципе, можно снять дом, ну, наверное, 1000 за 3, за 4, ну, может быть, за 5. И ты получаешь дом. А в Нью-Йорке
за эти же деньги, ты получаешь маленькую комнатушечку. Конечно, до работы добираться, наверное, далеко отсюда, если ты работаешь в Нью-Йорке. Но вот, зато такие дома. И когда я здесь езжу, у меня всегда самый важный вопрос возникает. Где все эти люди работают? Откуда у них деньги? Где они зарабатывают свои деньги? Как мне заработать столько же, чтобы купить себе этот дом? И желательно не в кредит, а просто кэшем рассчитаться и все. Как? Если знаете, напишите об этом в комментариях. Еще одна фотосессия. Это будет Sweet 16, то есть фотографии на день рождения, чтобы запомнить себя в 16 лет. Я уже фотографировал в этой семье одну дочку, когда ей было 16 лет. Я думаю, это и тоже теперь 16 младше. Это было 2 года назад. И еще отправлял одного своего знакомого фотографа тоже здесь пофотографировать в этой семье. Что фотографирую? Просто портреты девочки в 16 лет в белом платье. И вот здесь вот вокруг дома походил, ничего особенного нету. Здесь вот где-то в теньке, где-то на зеленом фоне мне нужно будет ее сфотографировать. Пойду возьму еще отражатель на всякий случай. Но у меня есть лайфхак, когда фотографируешь в Америке, очень прикольно можно ставить в контровой свет, в контровое солнце человека. Если дом белый, и дом будет спереди, от него будет отражаться свет, и будет прикольно получаться. Использовать большой белый дом как отражатель. Как-то особо интересных мест каких-то здесь нету, чтобы прям красиво пофоткать. Ну, просто газоны, деревья. Вот здесь есть лесок какой-то с ручейком. Можно было бы ее, конечно, посадить на этот мостик и сфотографировать. Видите, здесь есть еще такой прикол. Американцы очень часто выставляют таблички, когда у них там команда побеждает, или их сын заканчивает школу, или их сын где-то там, или дочка побеждает. Вот Морган теперь Harvard Bound класс. То есть Морган будет выпускницей в 2028 году в Гарварде. Okay, let's try chin up a little bit. Sorry. Ну все, закончил я. Мне нравится, когда люди вот такие счастливые, и когда им фотографии показываешь, эти сник-пик так называемые, превьюшечки какие-то, и все такие довольные, счастливые. У меня аж душа радуется. У меня сегодня такой прям хороший день. Мне нравится. И тоже здесь район такой, не бедный, судя по всему. Машинки у всех фэнси стоят, домики такие аккуратненькие, газончики подстриженные. Сейчас будем ехать, я опять покажу. И дальше у меня предложение в Астории. Да, кстати, рассчитались со мной. Для тех, кому интересны деньги, $400. Все. А нет, вот еще одна соточка. Кстати, этот заказ у меня был из Инстаграма. Я очень хорошо помню, сколько денег я потратил на рекламу в Инстаграме. Это было там $700, наверное. Я получил всего лишь 2 клиента. И первый раз я к ней приезжал сюда 2 года назад, и она сторговалась со мной за $300, я помню. Я перся сюда час, наверное, даже больше. И фотографировал здесь их. Ну вот видите, как получается. 3-й раз этот клиент ко мне обращается, и получается lifetime value очень долгий у этого клиента. То есть я, в принципе, уже 2 съемки с ней сделал. Отбил рекламу как минимум. Тот еще квест добраться до Куинса из Нью-Джерси. Все еще еду, вот сейчас на Манхэттене. Осталось ехать 15 минут, ну и потом еще 10 минут найти парковку. Этот район называется Лонг-Айленд-Сити, находится напротив Манхэттена. Это уже Квинс, насколько я понимаю. Квартиры здесь, вот здесь, прямо в этом месте, такие однокомнатные, наверное, стоят 4500 где-то. Здесь такая хипстерская атмосфера, уличная еда, какая-то ярмарка, какие-то выступления. Вот с той стороны паркинг, и вот там виден Chrysler Building уже. В Нью-Йорке никогда не знаешь, куда ты попадешь и где окажешься. Здесь проходит дэнс-фестиваль, танцевальный фестиваль Квинса. Сейчас вот тут чечетка была, вижу, готовятся другие выступающие. Прикольный Нью-Йорк, прикольный. Мне нравится этот город. В такие моменты я его прям люблю очень сильно. Казалось бы, да, от любви до ненависти один шаг, как говорится. Едешь по дорогам, ненавидишь его и проклинаешь, ищешь парковку, проклинаешь, а потом приезжаешь куда-то, смотришь, люди радуются, веселятся, какие-то фестивали проходят, культурные, собаки кругом, дети, люди улыбаются. Если я сделаю когда-нибудь видео про то, что мне нравится Нью-Йорк, я в него влюблен, оно будет вот здесь вот по ссылке.
Район этот прикольный тем, что здесь такой микс из новых домов. Вот видите, там многоэтажки, такие небоскребы попостроили, а с другой стороны такие обычные классические бруклинские трехэтажные и двухэтажные дома. Какие-то еще заводские помещения тут остались. В общем, интересно, да, и глядя так по сторонам, выглядит неплохо. То есть хороший район для жизни, поэтому и стоит здесь дорого. Самое интересное, что здесь все еще продолжают находить какие-то места и строить новые дома. Вот, например, стройка идет. Будет большой жилой дом. Смотри, сколько квартир много. И здесь сбоку парковка напротив него. Тоже относится к какому-то дому. Прямо вот там, в ту сторону, вот туда. Там уже Манхэттен будет. И тут до воды буквально вот 5 минут пройтись. Раньше в Нью-Йорке все эти прибрежные зоны были промышленные, потому что много кораблей приходило, видимо, были порты, пирсы. А потом, когда это все ушло на грузоперевозки транспортные, грузовики, железная дорога, я не знаю, либо городу столько не нужно ресурсов, то эту зону стали активно застраивать. И нью-йоркцы, американцы поняли, что это прикольно жить возле воды, когда тебе ничего не застилает вид и ничего перед тобой не стоит. Либо у тебя из окна открывается отличный вид на соседний город, либо на воду. Поэтому такие места, как Уильямсбург, как Лонг-Айленд-Сити, в Бруклине, вот Ред-Хук, там активно все застраивается. Здесь все активно застраивается. Уже даже все застроили здесь. Так вот развивается Нью-Йорк. Ну вот тут старые пирсы, где и будет предложение сделано. Там вот уже готовятся к одному предложению, но это не мое. Мое будет в другом месте. Не осталось только ждать. Сейчас солнышко немножко сядет, будет красивый режимный свет. И вот там вот ферри придет, чувак пройдет по бережку и придет ко мне сюда. И надеюсь, что в тот момент, когда он придет, здесь не будет такого обилия людей, и он где-то встанет и сделает предложение. И да, вот отсюда открывается красивый вид на Манхэттен. Эта точка называется Манхэттен Skyview. Просто для понимания. Это классика жанра. Когда я приезжаю делать куда-то предложение, место пустое. Но как только время подходит к предложению, на пирсе становится все больше и больше людей. Вот прямо сейчас пришла какая-то туристическая группа. Что с этим делать? Непонятно. Приходится только ждать. Закон подлости. Обычно этот пирс достаточно пустой, как и все остальные. Ну, парочки стоят, там 2-3. А сейчас вот туристическая группа. Подождите, потом пропозал. Не подходите, пропозал. Предложение руки и сердца. Last summer, I figured that I really wanted to spend the rest of my life with Shira and that she was the perfect woman for me. I kind of planned everything this year around this August and making sure that this weekend was going to work out perfectly. The weather almost messed it up, but it didn't today. And this was actually one of our first date spots, was taking the ferry and coming over here and doing a little walk by the Pepsi sign and everything. And I remembered how much she liked it. So I figured this would be a great place to do it, to sort of get Manhattan in the backdrop at sunlight. And then be able to get really awesome shots. Окей, короче, я закончил уже съемку. Закончил фотосъемку, зашел в рядом бар, чтобы записать концовочку. Так, фокусируйся камера на меня. Все прошло отлично, пара замечательная. Пофотографировал, прошло это гораздо быстрее, за 45 минут. Заплатили мне деньги, 500, и пошли праздновать свою помолвку. Вот. А я сейчас бокальчик пива выпью с этим красавцем. Вот. И поеду домой. Еще один момент, который я научился осознавать здесь для себя, то, что не стоит бояться неудач. Мне кажется, у многих фотографов, вообще творческих людей, да и, наверное, в любой фрилансерской работе есть такой момент, когда ты боишься совершить неудачу, не понравится клиенту, либо что у тебя что-то пойдет не так. И тут уже необходима уверенность и вот это отсутствие страха совершать ошибки, если ты что-то сделаешь не так. И в этом отличие менталитета, я считаю, нашего постсоветского и здесь американского. Я помню свое детство, помню свою школу, и когда у тебя были помарки в каком-то домашнем задании, тебе либо выдирали
лист и заставляли переписать все, либо снижали оценку за каждую помарку. Здесь, в американской школе, ты можешь писать тест карандашом, а с обратной стороны карандаша есть стерочка. Если ты совершил ошибку, ты можешь ее стереть и исправить. И здесь люди не так боятся этих ошибок. И я для себя понял, что вообще в принципе не стоит бояться ошибок. Если ты что-то сделаешь не так, у тебя всегда есть шанс исправить эту ошибку, и тебе никто не будет ругать, как в детстве, за эту ошибку и снижать оценку. Не бойтесь ошибаться, получайте удовольствие от своей работы, от процесса, и пусть у вас все будет хорошо. Смотрим дальше. Приехал сегодня снимать пропозал. Очень интересная позиция и вообще ситуация, потому что вроде как девушка не знает, что он готовится сделать ей предложение, но с другой стороны, она знает, что он будет делать ей предложение, и все как бы ходят туда-сюда, все что-то обсуждают, потому что здесь и его семья, и ее семья, и друзья, она как будто бы вот в этом домике с ним, а вот здесь вот будет вот эта штука, ну, арка, не знаю, как назвать, вот, и вот ребята тут носят все это, она с ним в домике, из домика выйдут, и вот здесь будет предложение. Ну, как будто бы все странно, как будто бы она знает. Я поговорил с сестрой, сестра говорит, ну, да, она как бы догадывается, и у нее вроде не приехали день рождения отмечать. Ну, сейчас посмотрим, какая она красивая выйдет, и насколько искренне она будет реагировать на происходящее. Поэтому остаемся на связи. Что-то обсуждают. Это Catskills, наверное, где-то в округе. Тут горы рядом. Далековато было ехать, я 3 часа сюда перся. Редко такое бывает, но что-то так вот получилось. Заодно отдохну, наверное, где-нибудь. Красиво, как на заднем фоне. Свет какой режимный. Красота. Светится все так. В общем, закончил я уже снимать предложение. Было это нифига не секретное предложение, потому что девушка все знала, вся семья знала. Как бы сестра не говорила, что это секретное предложение, это не секретное предложение. Она вышла в белом платье, в белых туфлях на шпильке. Все такая, типа, шутки-прибаутки. Ой, колечко, ой, теперь ты мой женишок. Бла-бла-бла. В общем, девушка была абсолютно готова. Она все знала. Возможно, это хороший вариант. Никакой неожиданности. И ты точно знаешь, что она скажет «да». Хотя она вначале такая, типа, мне надо подумать, типа, а ты волнуешься. Ну, как бы понятно, что все тряслись, там у нее руки тряслись, у него руки тряслись, и у нее руки тряслись. Но как будто бы нету какого-то момента такого сюрприз. Просто прикольчики. Сейчас домой ехать где-то 2,5 часа, это очень далеко. Но так как съемок не было на сегодняшний день больше, ну, я решил взяться. И немножко дороже это сделал на $100, потому что как бы плюс travel fee в одну сторону $50, плюс travel fee домой $50. Итого получилось 600. Вот. Красиво. Цветы эти красивые. Арочка у меня таких немного. Съемок будет в портфолио, что показать. Пофотографировал их там с семьей вместе. Тоже видосик снял, как это делал. Попробую сделать такие видео на телефон, который у меня висит на камере. Все, поеду домой. Погода говно. Вообще не прикольно. В каком-то веке мне выдалось свободное воскресенье, но не тут-то было. Вечером в субботу сидел, я себе никого не трогал, в 10 часов приходит одно сообщение, а потом второе. Чувачок, а свободен ли ты завтра пофотографировать нашу церемонию свадебную? Я говорю, ну, в принципе, да, свободен, могу пофотографировать, а что случилось? Говорят, ну, должен был наш друг фотографировать, но в последний момент он отказался, поэтому нам нужен фотограф. Я говорю, ну, окей, максимальный прайс, давай сделаем 1,5 часа. Я говорю, ну, окей, 750. Приехал, жду. Пара опаздывает. Видимо, у них не только друг отказался их фотографировать, возможно, еще отказались их вести. Но, как показывает практика, те, кто делают все в последний момент, они всегда и на съемки опаздывают, и контракты с трудом подписывают. А потом я спать лег, а утром, оказывается, еще и пропозал нужно сделать. Написал фотограф какой-то, у которого что-то не получается, говорит, блин, у меня бюджет $100. Я говорю, не, ну я поеду за 450 минимум. И он говорит, ну, блин, давай дешевле. Типа есть 100. Я говорю, ну, 350 за полчаса. Вот. Поэтому еще дальше будет пропозал, съезжу пофотографирую. Пока что я жду пару, которая опаздывает, а это Liberty State Park, поэтому я вам его покажу. Что у нас здесь в Liberty State Park есть? В Liberty State Park есть вот такой замечательный вид на Манхэттен. Он такой с холма открывается. Здесь вот справа у нас вот это вот
мемориал 9/11, построенный после трагедии на Манхэттене. И он как бы в виде двух небоскребов сделал. Две такие длинные стены, на которых написаны имена людей погибших в этих зданиях. Видите как? И здесь тоже прикольно фотографировать, но я не очень люблю, потому что, ну, как бы это как возле памятника фоткаться. Но смотрится прикольно. И в середине, если делать такой хедшот, еще вот эти отражения от поверхностей, поэтому, ну, круто смотрится. А это вот железо, которое использовалось при строительстве небоскреба, и вот их сюда привезли. А там стоит вот автомат такой, вот он, инфокиоск. Инфокиоск, на котором можно ввести фамилию и посмотреть, на какой панели написано имя. Скорее всего, это для родственников сделано. Здесь старая станция, железнодорожная станция. Здесь вагоны старые стоят. Вот. А вот там вот люди на ферри отплывают на Статую Свободы смотреть. Как люди тут фотографируются, как на достопримечательности. Для меня это странно немножко. Потому что ты такой жизнерадостный на фоне людей, которые умерли. Когда идешь через него, ощущение такое довольно странное лично у меня. Ну вот я уже пешочком иду на другой локейшн, потому что они приехали в другое место. Тут минут 10, наверное, идти теперь до церемонии. Это вот мне подсказывает опять, что с людьми, которые в последнюю минуту приходят за фотосъемкой, да вообще зачем угодно, с них нужно брать в 2 раза дороже. Как практика показывает, все неорганизованно. Звонит, я говорю, я возле монумента. Она говорит, окей, сейчас приедем. А оказывается, бляха, другое место. Приехали. Чем она слушала? Если у вас клиент в последнюю минуту приходит, это не ваша удача, что вам попался клиент, а это его удача, что вы можете его сфотографировать завтра и можете поменять свои планы. И поэтому нужно выставлять стоимость дороже. А время-то мое идет. Как бы я-то уже тут 20 минут тусуюсь из их 1,5 часа. Как думаете, какая их реакция будет? Вообще вот эти люди, которые звонят и говорят, типа, а когда фотосъемка начнется? С первого твоего нажатия кнопки или когда мы в контракте пропишем? Конечно, когда в контракте пропишем. Я что заранее приезжаю, а вы что, заранее не приезжаете? Бесит меня такая херня. Закончил снимать. Ну ничего сложного, как всегда. Я больше переживаю, потому что хочется сделать по максимуму и максимально эффективно и качественно, а получается как-то не так, как мне хочется, поэтому я начинаю злиться. Фотки я показывать не буду, наверное, с этой церемонии, с этой свадьбы, потому что, знаешь, что я подумал? А если бы эти люди говорили на русском языке, и я бы выложил, они бы расстроились, наверное, я бы, наверное, обидел, задел бы их чувства, поэтому я не хочу выкладывать, показывать, кто это был, как они выглядят, как бы придавать огласки, скажем так. Поэтому оставлю в секрете. Фотки хорошие, я не задержался тут дольше, я пробыл там на 5 минут больше, наверное, да, с учетом того, что 30 минут они собирались, там приезжали их братья и сестры, то есть они опоздали, и все родственники опоздали. Пофоткал, заплатили чуть больше на 100, поэтому, да, не хочу я их публиковать. Сейчас пропозал еще поеду снимать, тоже, который в последнюю минуту, он там в 3 начинается, и по дороге мне нужно созвониться с девушкой, тоже вечером вчера написала по поводу свадьбы. Хочет свадьбу 18 сентября, 4 часа запрос, я цену написал, она говорит, ну, как бы звучит reasonable, давай мы с тобой созвонимся, пообщаемся. Вот в 2 часа созвонимся. Что она хочет услышать, что она хочет узнать, не знаю. В общем, если вас посещают какие-то мысли по поводу съемок, по поводу работы, а мне хотелось бы рассматривать свой бизнес в рамках работы не только как фотографии, потому что такие же переживания возникают, наверное, у людей, которые занимаются пламбингом или крышами, окна меняют, да, то есть они тоже имеют чувства, они тоже переживают, поэтому если ты где-то работаешь в бизнесе, вот в услугах, в сервисе, то делись своими ощущениями от клиентов, которые опаздывают, недоплачивают или которые, наоборот, платят чаевые. Как вы чувствуете себя после этого? Я уже приехал на 2-ю фотосъемку. Это будет предложение руки и сердца. Будет оно вот здесь, вот на фоне этой башни. На тропинке они станут. Я надеюсь, это не моя парочка. У меня парень повыше. А здесь будет предложение. Это какая-то древняя водонапорная башня. Все это поместье какое-то. Вот тут вот дом старый стоит. И там вот парк, в котором люди гуляют. И как раз-таки моя пара пошла сейчас вот туда вот гулять в парк. Вот любят американцы такую, знаешь, природу. Выехать сюда просто вот погулять кругами вокруг какой-то старины. Ждем парочку и делаем красивые фоточки. Сижу в засаде, жду парочку. Очень хорошая пара из Португалии, пофотографировал их. Нахожусь в Бруклине, уже в своем любимом районе, Ред Хук.
Хотел бы снять здесь квартиру, но не получилось. Достаточно дорого стоит. И останусь в Бэй-Риджи. Еще хотел сказать интересную вещь. Не позволяйте в работе негативным эмоциям, гневу, злости забирать вашу энергию и, в принципе, тратить силы на то, чтобы переживать о каких-то сложностях и злиться на кого-то. Ну, например, не пришел мой клиент на съемку, я нахожу позитивный момент в этом. Окей, я могу провести время теперь для себя. Конечно, так не получится сделать, если кто-то мне не заплатил, но это стоит уже наложить свои бизнес-процессы, чтобы такого не было. Об этом тоже можно проконсультироваться со мной. Ссылку на мой телеграм вы найдете в описании. Самое главное, что я хочу сказать, не тратьте силы и энергию на гнев и на негативные эмоции. Пытайтесь это как-то переварить и не злиться по пустякам. Ну, злился я на то, что клиент пришел не в то место. Но в итоге-то я пошел и сфотографировал, а с плохим настроением идти к клиенту и работать с ним в плохом настроении — это точно плохой вариант. Поэтому всегда еще нужно и настраиваться на съемку. А это уже следующий момент. Всегда нужно уметь правильно настроиться на съемку. И здесь важно обходиться без наркотиков, без алкоголя, без каких-то психостимуляторов. И что делать в этом случае? Перед началом своей работы необходимо подумать, что мне давало удовольствие в работе в прошлый раз, а почему мне было весело, интересно, что мне вот давало этот заряд. И найти какие-то моменты, которые тебя триггерят и переключают в эту ситуацию. Даже если произошли какие-то проблемы в жизни, я не знаю, штраф тебе выписали, ты все равно должен уметь переключиться в моменте и найти отдушину в своей работе. Забыл про еще один важный пункт. Всегда подводи итоги. В конце рабочего месяца, недели или даже дня. Просто сядь и подумай, чего ты добился сегодня, что ты завтра можешь сделать лучше, сколько денег ты заработал, я не знаю. Просто подведи итоги того дня, который у тебя прошел, и получи от этого небольшой всплеск эндорфинов в твой мозг. Это тебе поможет. Итоги сегодняшнего видео. Получай удовольствие от рабочего процесса, наслаждайся тем, что ты делаешь, и смотри канал «Дома посмотришь». Подписывайся на него, ставь лайки. В следующем видео я расскажу про то, как я ездил в Сиэтл, как я был в штате Вашингтон. Это было очень интересно. Я расскажу про свою квартиру, как я ее искал и как вообще в принципе проходит процесс поиска квартиры в Нью-Йорке. Поэтому не переключайтесь. До новых встреч!